Приветики! С вами Мелис, и сегодня у нас на подходе новая игрушка под названием Гарольд Холливуд. Это будет очень вроде как прикольная игрушка. Графика у нее будет интересная. Мы будем играть за Гарольда, или как-то его так, по-моему, зовут. Мы пойдем на какой-то космический корабль, который, по-моему, затонул. И 2 века назад была какая-то война. И так вот, мы там вроде будем не один, и нам нужно будет с него выбраться. Это не хоррор, это что-то очень интересное, приключенческое. Так что приятного тебе просмотра, аппетита и поехали! Поехали! Не знаю, управляю здесь клавиатурой, не мышкой. Что-то очень странно, надеюсь, мышка здесь работает. Потому что уже страшно. Я в предвкушении. Потому что она реально очень красиво показалась. Вышла довольно-таки давно, дней 10 назад. Где-то в начале месяца. И очень интересно на нее посмотреть. Потому что в этом месяце почти ничего интересного нет, но вот это вот самое интересненькое. Там еще была одна новелла. Может быть, ты о ней слышал? Тут там про маму. Вот типа того. Но я ее пока отложила. Мне кажется, вот это поинтереснее будет. Хоррор не хочу пока трогать. Здесь у нас будут всякие головоломочки. Интересный подводный мир. Очень красивый, как ты видишь. И странно, что космический корабль оказался под водой. И, походу, не только космический корабль. Тут даже целая жизнь кипит. Ничего себе. Потому что в описании игры не было такого. Мне нравится все же какой-то, знаешь, момент игры оставлять за кадром, потому что интересно, что это будет за игра. Не всегда хочется читать прям о чем. Хочется, чтобы это было прям сюрпризом. Понятно, здесь получается целая жизнь у них подводная на корабле космическом, возможно. Так, ну вообще тут субтитры есть, и английская озвучка тоже есть. Ну, это вроде мы. Ага, пока не ходим. Гарольд, боюсь, тебе придется пойти со мной. О, майор, в чем дело? Это насчет утечки? В твоем штрафе. В твоем неоплаченном штрафе. У меня был штраф. Он и сейчас есть. Пользование пневмотрубами при нехватке средств на проездном. Ты можешь решить вопрос? Нет. Но погодите, я же недавно его пополнял. Неправильное использование проездного, Холливуд. Если помнишь, начиная с прошлой недели для поездки из энергического района в социальный... На проездном, помимо обычного недельного, бирюзовый жетон должен быть синий. Что? Но ведь еще месяц назад нужен был зеленый. Не я придумываю правила, Гарольд, но я им следую. А теперь мы с тобой пойдем к секретарю отдела штрафов, закроем эту тему, вернется каждый к своим делам. Вот так вот, мы жестко читали. Походу, мы проштрафились. Это. Какие-то цветастые у них, походу, проездные и тому подобное. В связи с недостатком денежных средств на счете конечного пользователя, боюсь, если вы действительно не в состоянии заплатить, вам придется найти того, кто сможет сделать это за вас. Кто-то мне подсказывает, что тебе снова придется ждать профессора. И что только она в тебе видит. Так, мне пора. В последнее время ужас сколько безбилетников развелось. Ради нас обоих, надеюсь, мы с тобой увидимся еще не скоро, Холливуд. О, прикольно.
Так, почему говоришь, ты здесь? Я-то? Я здесь ради приятной компании, а ты не слишком молод, чтобы работать на только воду. Что? Нет, я имел в виду, потому что я пошутил, тупица. Ха-ха. Вот именно, ха-ха. А теперь оставь меня в покое, ладно? Конечно, хорошего дня. Так, я поняла, что здесь мы играем только на клавиатуре, так что я ща... Привет, мам. Скажу сразу, Меня не интересует твои оправдания, у меня и без того дел по горло. Мистер секретарь, пожалуйста, перечислите долг Феликса на счет компании. Конечно, миссис Вандерварт. И приятного дня и вам тоже, мистер Вандерварт. Свобода, удачи, Геральт. И я сейчас быстренько подключу, наверное, себе геймпадик, потому что неудобно на клавиатуре играть. Мы вынуждены отвлечь вас от дела ради важного. Важного сообщения для всех жителей Федоры-1. Уважаемые жители, экипаж и сотрудники компании, похоже, мы обнаружили что-то потрясающее. Убедительная просьба собраться сегодня вечером в кинотеатре Агора, чтобы прослушать важную информацию. Гарольд, вот ты где. Я тебя обыскалась. Ты нужен мне в лаборатории, давай живо. Прошу прощения, моим, но за мистером Халлибутом все еще числится очень внушительный штраф. Совершенно справедливый заслуженный штраф, если вы позволите. И не провоцируйте меня, сэр, я и так на нервах. Просто запишите его на мой счет, как обычно. Пошли, Гарольд. Я что, какой-то бомж, что не могу платить штрафы? Я понять не могу. Какая-то женщина за меня их оплачивает. Да я в шоке, что ты на меня смотришь? Я от тебя в шоке. Всё? Вроде работает геймпадик. Пошли дальше. Мистер Халлигуд, вам понадобится это. Билет до дома? Да, и только до дома. На других маршрутах он недействителен. Понятно, спасибо, мистер секретарь. Ваш проездной будет разблокирован в течение 24 часов. После этого вы снова сможете пользоваться всеми удобствами автоматизированной транспортной системы. Карибы. Пошли. Всякий раз, когда ты мне нужен, ты попадаешь не весь где, Гарольд. Почему ты такой бессовестный? Мне что, еще и на твои выходки тратить время во всей этой суматохе? Знаю, простите, в следующий раз... Должны же быть причины твоего поведения. Помню, когда ты еще ходил в школу, твоя учительница рассказывала. Как ты весь урок смотришь в окно и не замечаешь, даже когда она на тебя кричит. Ты как будто до сих пор живешь в грезах. Ой, дверь вот тут. Я вовсе не клевал носом, просто поручения были скучные. Гарольд, ты даже не знаешь, что хуже. Что ты вечно витаешь в облаках, или то, что ты не видишь в жизни ничего увлекательного? Скучают только скучные люди. Ох, простите, профессор. Да, какой-то мы не очень нормальный человек. Подожди, стой. А как мне зайти в лифт? О, нормально, зашла. Так, центральная, out of order, только вода, ну, вроде центральная. Точка прибытия выбрана. Надеемся, вам понравится ваше путешествие с транспортной системой только вода. Так, еще есть момент, что, да, у меня опять какие-то подвисания, короче, и походу мне на жесткий диск игры, в принципе, не наскачет. Причина, сэр, заключается в том, что только вода вынуждена временно перекрыть линию для проведения технических работ. Но почему линия не работает? Над чем там работать? У меня есть право знать. Точный процесс не... Но и смело выговорю вам, что мне пора в лабораторию. Но, Гарольд, я устала бегать за тобой, как за глупой бабочкой. Подождите, что такое бабочка? Какое смешное слово? Бабочка — это такое насекомое земли. У них были красивые узоры на крыльях, и они собирали пыльцу цветов.
Они часто появлялись. Самые необычные моменты из жизни. А еще они были бестолковые, ветреные, излишне доверчивые и хрупкие создания. Иными словами, ты не знаешь, что такое ответственность, а я не знаю, куда тебя занесет в следующий раз. Погромче сделаю. Я знаю, меня иногда слегка заносит, но... Только вода снова повысила стоимость поездок и толком это мне объявила. На этот раз я действительно не виноват. И потом та женщина... Тихо, тихо, Гарольд. Сейчас у нас нет времени на твои причуды, у нас с тобой полно дел. Ага. А засор на фильтрованной станции ты проверил? А рыба кто кормить будет? Ах да, и это тоже. Сейчас же приступай. До свидания, профессор. Ты ничего не забыл? О, кажется, на сегодня больше ничего нет. А поблагодарить? Ты, кажется, оставил в засаде свой коммуникатор. Удивительно, как ты вообще хоть с чем-то умудряешься справиться. Спасибо, профессор. Он у меня живет своей жизнью. Странное дело. Я заметила, что ты не занес туда список ежедневных заданий. А мне бы не хотелось снова тебе про них напоминать. Спасибо, посмотрим. Ага, нужно открыть список. И тогда он снова вылезет. Просто перейди к 4 кнопкам выбора. Ага, где там они были? В правом верхнем углу, Гарольд. Ну да, вот эти 4 кнопки сверху, да? Ой, господи. Мне кажется, у нас самый глупый персонаж за всю историю игр. Это невозможно. Так. Добро пожаловать. Супер, теперь я нажимаю навигационную пимпочку, чтобы выделить... И потом нажимаю на нижнюю кнопку. Именно. Здорово, а самая правая кнопка нужна, чтобы вернуться назад, так? Верно. А теперь за работу. Увидимся в аркадах Агоры, когда закончишь. И сейчас я забуду. Так, что мне делать, что мне делать, что мне делать? Добро пожаловать в список дел. Почистить фильтры. Почистить фильтрованную станцию. Мора сказала мне прочистить фильтрованную станцию. Всегда все делаю я. Так, покормить рыбок. Угу. Так, а где мне это делать? Рыбки, рыбки, рыбки. Тут справа вроде рыбок нету. Ну, наверное, мне может сюда? Я не уверена. Нет, походу не сюда. Что это? О, покормить рыбок. Фу, корм закончился. Надо поговорить с Сайрусом. Задание спросить Сайруса про рыб. Кто такой Сайрус? А ты что, не можешь со склада взять корм? И покормить рыбок? Так, это, походу, моя комната. Хорошо, мне точно не сюда. Ладно. Вот это что? Непонятно. Это мне не надо. Сюда мне тоже как бы не надо. Это нет. Нет. Сайрус. Тогда пошли в другую сторону. Странно очень. Серьезно. За такого персонажа мы еще с тобой не играли. Ну, знаешь, это напоминает мне почему-то «Привет, сосед 2» и тому подобное. Просто «Привет, сосед». О, какой «Привет, сосед». Ну, в принципе, нет. Вот как достать соседа? Почему-то мне это напоминает. Немного рисовка такая же и геймплей. Ну, мы еще пока никого не достаем, но кажется, наш персонаж уже нас достает. Ну, меня, по крайней мере. О, господи, а ты... О, Гарольд, ты как раз вовремя. Сеньор Тенербаум, вы тоже. Я тут надеялся посмотреть немного бесконечной любви. Не знаешь, как включается старый телевизор? Похоже, это одна из тех моделей только воды, которая только рекламу показывает. Эх. Но объявление это вечером на нем можно будет посмотреть, да?
Ты правда хочешь это посмотреть? Они же просто скажут про очередное повышение цен. Ну, кто знает. Диего из медицинской службы сказал, что он слышал, что в объявлении будет что-то очень важное. Кстати, что ты здесь делаешь? Удивишься, если я скажу, что трубы до служебного и социального района опять не работают. Как ни странно, совершенно не удивлен. То есть школа закрыта? Ага, Бамбино счастливы, а я не против немного отдохнуть. Но если так пойдет и дальше, то они все забудут. А домашки? Они их делают? Может быть. Сейчас весь социальный район недоступен, так что, по крайней мере, больше им особо нечем заняться. Ты поэтому тут здесь? Типа того, и потом знаешь, здесь довольно уютно. И правда. Не обращай внимания на меня, Гарольд. Так, пока, Крис. До скорого, до скорого. Не знаю, он не знаю, на кого похож. Серьезно, какой-то в шелковом халате перекачанный мужик с длинными светлыми волосами. Это выглядит довольно странно. Максимально. Мне эта игра, не знаю, уже нравится или нет. Ну, прикольно. Изюминка реально чувствую. Мне, как по мне, юмор чувствую. О, мне кажется, может, нам сюда? Так. А куда мне надо? Что угодно, только бы морю не пришлось меня опять вытаскивать. Угу. Я поняла, значит, нам на лифте никуда не надо. Хорошо. Ладно. Давай спустимся на первый этаж. Нормально, через одну ступеньку пропускаем. Ой, туалет. Может, здесь кого-то? Нет, здесь мы никого не найдем. Жаль. Ну, пошли еще ниже. Фильтры. О, фильтры. Нам сюда. Фильтрейшн памп. Так, закрыто. Фильтры, 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 фильтры. Нам-то надо фильтры поменять. Еще поговорить с Саурусом. Фильтры. Отлично, мы в правильном направлении. Горит зеленый, значит, мы туда зайдем. Заходим. Отлично. О, подсветочка. Кайф. А, что такое? Что? Я просто тыкала. И я не знаю, что это было. Там вообще даже логики нет. Чище не бывает. Прекрасно. Значит, у нас одно задание сделано. Теперь нам надо найти Сайруса. Про рыбий корм надо спрашивать Сая. Стоп, это он? Это он? Стоп, он же Крис, по-моему. Это же Крис. Он сказал пока Крис. Я это помню. Это не Сайрус. Что здесь происходит? Еще один мужик в халате будет? Накачанный? Или как? Очень интересно. Такого мы еще не встречали. Ботаник. Концепт. Обсерватория. Обсерватория внизу. Вот туда вот, в люк. Не работает. А мы бегать умеем? Мы бегать не умеем. Ладно. О, можем пройти. Здесь кораллы всякие. О, скорее всего, это он и есть. Привет, Сай. О, Гарри. Чем дела? То есть, как занимаешься? Да все как обычно.
Хочу почистить рыбок и покормить фильтрованную здорово. Что? Здорово! Как там рыбки? На вид неплохо плавают. Вот только... Хочу почистить рыбок и покормить фильтры. Ой, наш главный герой просто бомба. Почистить рыбок, покормить фильтрованную воду. Кайф. Так, только в корморазведчике закончился корм. А, как славно. Я в последнее время много думаю о рыбе. Раз уж рыбья кровь, такое хорошее удобрение, потому что она медленно выделяет фосфат и азот, а рыбок мы губить не будем. Можно ведь взять образцы крови, как-то синтезировать сай-сай. Это, конечно, очень интересно, но что насчет корма для самих рыб? А, да, конечно, прости. Я разве не засыпал его на днях? Я, наверное, только подумал, что надо его засыпать. Придется сделать снова. Ты готовишь корм для рыб сам? Конечно. Вообще говоря, сейчас я работаю над новой рецептурой. Но разве рыба, чувствует вкус? Дело не только во вкусе. Мы ведь хотим, чтобы их жабры работали как часы, верно? А пигменты проявлялись максимально ярко, как цветы. Ай-сай, новый корм — это замечательно. Им наверняка понравится. Скоро будет готово, гарантирую. У меня вроде была где-то тестовая партия. А, вот, держи. Этого хватит, чтобы заморить червячка. И сам тоже попробуй. Спасибо. Я попробую и расскажу, что они думают. Они умеют разговаривать, и ты тоже будешь пробовать рыбий корм? We're free out. Ого, ты это видел? Это была настоящая рыба? Не знаю. Даже если и нет, метод у них в последнее время все сложнее и сложнее. Ага. Даже интересно, что они придумают в следующий раз. И мне, главное, чтобы это отмывать не пришлось. Помнишь их первые сообщения? Да, что-то там было про то, что Федора не может залететь из заговора. Да, на таких маленьких листовках, рукописных к тому же. Как думаешь, что они хотели сказать этим рыбным методом? Намекнуть, что нужно исследовать планету? Разве там не было написано про здесь? То есть они спрятали что-то на корабле? Может быть, они считают, что океан — это тоже заговор? Если ты думаешь, что я так же поняла, как и ты, то ты ошибаешься. Я тоже ничего не поняла. Какой заговор, какие рыбы? И что они увидели впервые рыбы, если вокруг них и так плавают рыбы? Новый корм для рыб. Хорошо. Но я попробую рыбий корм, чтобы у меня жабры появились. Цвет яркий стал. А почему нельзя мне дать просто старые рыбы? У тебя ноги съезжают со ступени. Господи боже, что происходит здесь? Ну да ладно, это очень интересно и весело, серьезно. Эта игрушка очень забавная. Мне вот интерес в том, что насколько дальше будет абсурдно. Реально. Насколько дальше оно все будет. Это прям интересно. Это забавно. Так, покормить. Рыбки, кушать подано. Рыбный ужин. Формирую отчет о диагностике Гарольда Бота. Идет сканирование. Все задачи выполнены. Степень удовольствия минимальная. Уровень энергии недостаточный. Требуется подзарядка. Тебе пункт назначения Аркады Агоры. Поехать в Аркады Агоры. Хорошо, поехали. Интересно, он попробовал корм, и это его комментарии? Но для него недостаточно энергии, недовольство, уровень насыщения минимальный. Он как компьютер просканировал рыб, походу. Это реально тут очень странное. Ладно, так, по-моему, нам налево, ведро не тыкайся. И там был лифт. Нам надо Агоры. Агора. Агора-горы. Горы огородные, короче. Огородные агоры. Поехали. Эх, почему эта штука не работает? Вечно одно и то же. Похоже, на реактивацию билета требуется еще какое-то время.
А куда мне надо? Посмотреть объявление. Стой. Я могу посмотреть объявление по телевизору в комнате отдыха. Это где Крис или в твоем? Наверное, где Крис. Пошли, где Крис. Где Крис? Идем. Лаунки. И снова здравствуй. Привет, Крис. Билет не работает. Ты не возражаешь, если я посмотрю объявление с тобой? Чувствую себя как дома. Не в том смысле, что я здесь живу, конечно. О, начинается. Мы выбрали звезды не вместо Земли, а ради нее. Мы выбрали жертву и ответственность. Ну, не мы, конечно. И это сделали наши предки. Нас бы здесь не было, если бы они этого не делали. В смысле, не улетели. Мы остались бы на Земле. И к чему бы это привело? Может, мы никогда не видели дома, не дышали его воздухом и не любовались его бурными морями, но мы помним о нем. Мы создали новый дом, пусть и не такой, каким представляли его изначально. И была корпорация, без которой мечта о новом доме осталась бы мечтой. Только вода. На этой ноте я хочу представить вам генерального директора компании Бренду Касельчоп. О боже, какой кирпич-то. Доброго всем дня. Как вы, возможно, знаете, я Бренна Касельчоп, генеральный директор корпорации Тулькода. Но что гораздо важнее, гражданка Фёдоры, как и все вы. И для меня большая честь представить вам то, что вы сегодня увидите. Федора, наверное. Давайте же вместе вспомним наше удивительное путешествие, прежде чем перейти на новый этап этого пути. Наше путешествие началось с одного человека, но понадобились умы и души многих, чтобы претворить мечту в реальность. Эта мечта родилась в разгар холодной войны, когда мир был на грани гибели. Он придумал космический корабль, подобный Ковчегу, и его проект поддержали самые богатые страны, семьи и частные организации, такие как фонд Слим Майера, которым не безразлична судьба человечества. Корабль служил домом 5 поколений, которые бразили космические просмотры. Я закрыла игру. Такие как бактерии, которые сейчас служат для нас источником энергии. Или образцы минералов с разных планет, которые позволили нам создать новые материалы. На нашем пути бывали трудности, неожиданные астероидные поля, периоды отчаяния и досадные, хотя не продолжительное инопланетное вторжение. И, разумеется, спустя 120 лет после запуска, последнее послание с нашей любимой Земли перед ее гибелью. И спустя 200 лет мы наконец достигли своей цели. И обнаружили, что на долгожданной водной планете нет пригодной для жизни суши. И она насыщена токсичными газами. Едва ли ее можно было назвать второй Землей. Вскоре после того, как мы вновь приступили к поискам, пришел солнечный ветер. Возможно, наши предки не могли знать, а может, все-таки знали, что Солнце способно погубить наш корабль, как погубило Икара. Но нам повезло. Как бы то ни было, мы благодарны им за мягкую посадку и качественную герметизацию. Это были напряженные увлекательные годы. На борту Федоры мы достигли многого, но никогда не прекращали мыслить масштабно. Мы не хотели упустить ничего из того, что происходит во внешнем мире. И мы находимся в новой для нас галактике и должны слушать, чтобы быть в курсе местных новостей. Так у нас родился новый план. Конструированный для условий глубокого космоса плавучий сверханалогичный корабль, который будет медленно облетать наш водный дом и считывать сигналы и интересы космические сплетни. И это еще не все. Да, мы рады объявить, что прямо сейчас он уже направляется на поверхность. Все верно, через считанные часы Буй сможет приступить к работе. Мы от всей души поздравляем и благодарим корпорацию «Только вода» за такую возможность. Не терпится узнать, что послушает наш Буй. О, ничего себе! Это точно, вот так разговор-то будет.
Ну, как по мне, им бы сперва починить трубы или добавить каналов в телевизор, прежде чем запускать свой чудо-буй. Да, было бы здорово. А что, если там снаружи ничего нет? Прежде чем соваться во внешнее пространство, сначала нужно подумать о внутреннем. Да, хорошо сказано. Кстати, об этом. Надеюсь, завтра билеты начнут работать. Хорошо, хоть у меня есть с собой тетради на проверку. Такими темпами мои бабе нос все забросят. И к тому же у тебя... Что? Точно, мы с ними так и сблизились. Пожалуй, мне надо вздремнуть. Байонета, крыс. Байонет, Гарольд. Ну, везде звук различается. Опять. Объявление, обои, записная книжка. Хорошо. Пора спать. Согласна. Полностью с вами согласна. Пора спать. Добрый вечер, федоряне. Вся транспортная система только вода вскоре закроется на ночь. Пожалуйста, рассчитывайте время своего путешествия. Ничего себе. Доброго пути домой. Вот это экономия электроэнергии. Как же тут грязно. Пора спать. Давай, плюхайся. Ну и денек. Надеюсь, завтра будет поспокойнее. А ему бы лишь бы поспокойнее. Мне бы не помешал выходной. Вот эта беготня с поручением ужасно утомляет. Но зато это вам и платят, агент Гарольдсон. Не подведите нас. Кажется, он такой ленивый. И все. И заснул. Думаю, все реально вот так вот ляжет и все, и заснет. Ему подошло. День 1802... Что после падения? День 1818... День 18251. День после падения Земли. Окей. Ну чё, как поспал? Хорошо. Пойдешь в аквариум плавать, умываться? Дела. Что делать будем? Чем займемся? Пойдем. Вот поспали. Ой, бабуля. Доброе утро, Гарольд. Здрасте, профессор. Как тебе вчерашнее объявление? Изумительный образец самовосхваления. Да, пожалуй, они немного увлеклись. Но ведь идея с буем хороша, да, уверена, он отлично перетянет на себя внимание. А теперь давай перейдем к делу. Ты готов? Всегда готов? К чему готов? Вчера в Дендрарии я совершил открытие века. Помнишь последнюю партию радужных камней? О, такие маленькие, из последнего участка. Странной формы с маленькими дырочками. Синие, да. Так вот, структура их поверхности не только дает представление об окружающей нас водной среде. Кажется, на них сохранились следы влияния открытого космоса. Посмотри в микроскоп, увидишь, что я имею в виду. Только напомните мне, как работает эта штука. Гарольд, ты издеваешься. Объясняю последний раз, пожалуйста. Слушай внимательно. Сперва нужно открыть камеру. Поехали. Вообще даже я умею пользоваться микроскопом. Теперь активируй переключатель у двери, чтобы открыть шкаф с образцами. Ладно, я не знаю, как этим пользоваться. Камень, который тебе нужен, лежит в контейнере в правом нижнем углу. Помнишь, как отличить лево от права? Принеси его к микроскопу и положи в камеру. Так, ну вроде право здесь, внизу, справа внизу. Вот сюда. Задвинуть. И вуаля. Загляни в микроскоп и, наконец, увидишь, о чем я. Камень, на который ты смотришь, питал в себя радиацию от ближайшего к нам Солнца. Каждая вспышка на Солнце оставила на нем свою отметину. Но я вижу только одну отметину. В этом-то и проблема.
На этом камне слишком мало информации. Я датировала его примерно 40... Значит, нам нужен камень постарше. Для чего? Именно, а еще лучше несколько. В 40-м году. Хотя я сомневаюсь, что нам повезет случайно выловить другие камни. Нужно выяснить, когда между вспышками снова будет перерыв. Вспышки вызывают солнечный ветер. Пауза между солнечными бурями — единственная возможность покинуть корабль. Мне нужна твоя помощь, Гарольд. Если у кого-то на борту есть камень постарше, нам нужно его достать. Но если найти камень на раскопках не получится, где мне начать поиски? Можешь начать с магазина Томми. Мы с тобой оба знаем, что он прибирает к рукам все, что выплывает фильтрованной водой, фильтрами, а потом продает с дикой наценкой. Добрый вечер, Жанна. Бригитта, какая приятная встреча. А паразит в микроскопе? Мне не терпится на него посмотреть. Да, пожалуйста. Боже. Привет. Ты, кажется, ассистент профессора. Джереми, верно? Да, то есть нет, меня зовут Гарольд Халлигут. Я стажировался у вас около года. Боже, ты мой мальчик с микроволновкой. Так вы меня помните. Ну разве я могла забыть этот погром? Вообще-то я только разговаривала с твоим профессором. Все хорошо? Не совсем, но, наверное, мне не следует тебе это говорить. Ладно, я... Хотя раз уже Мора тебе доверяет, меня немного тревожат энергетические резервы корабля. Я решила обсудить это с твоей начальницей. В конце концов, она самый умный человек на борту. Резервы, у нас какие-то проблемы, а про радужные камни вы с ней не говорили? Так, резервы. Резервы, у нас какие-то проблемы. А вот теперь я точно сболтнула лишнего. Спроси Мору. Может, она тебе расскажет. А про радужные камни вы с ней не говорили? Мора сказала, что мне стоит заглянуть к вашему мужу. Вообще-то говорили. А что до мужа, тебе придется поговорить с ним. В последнее время у меня с этим трудности. Уверена, он подберет для тебя что-нибудь из своей груды булочников. Но вообще-то он очень славный человек. Сходи к нему. До свидания. Пока. Так. Что там у нас с резервами? В общем, могу я спросить, в чем дело? Так что мне нужны бригады. Упомянула какие-то сложности энергии. Да. В общем, Бригитта упомянула какие-то сложности с энергией и сказала, чтобы я спросил вас. Вы знаете, о чем это она? Да, она говорила, что, возможно, нащупала связь между чем-то в воде и нашей проблемой с солнечным ветром. Все пока на уровне догадок. Еще что-нибудь? Так, что мне нужно сделать? Гарольд, коммуникатор. О чем ты только думаешь? Все хорошо. Нет, спасибо, я пойду. Веди себя прилично, Гарольд. Хорошо. А, я могу с ней еще поговорить? В смысле, о чем? Я же с ней обо всем говорила. Это можно проматывать. Не. Больше нам нечем с ним разговаривать. Ой, нам нужно заглянуть к мужу. Не нашему, конечно. Так. Список дел. Пойти на поиски. Синего камня. Мора просит меня сходить в магазин Томми и в Аркада Агоры и спросить, не остался ли у него в закромах старый синий камень. Примерно это так звучит. Сколько окончаний там нету. Давай, Агара, Гагара. Гарольд, когда увидишь Сайруса, передашь ему от меня кое-что? Конечно, профессор. Спроси, как там дела с деталями? Ладно, спрошу, но... Да, знаю. Я и сама могла бы спросить, но разве ты не задаешься вопросом, почему я не хочу этого делать? Вот сейчас как раз задался. Пойми, все очень сложно. Мы знакомы уже давно и не всегда сходимся во взглядах. Особенно в том, что касается терминологического аппарата, классификации, методологии последующей архивизации. Хотя он так и не счел нужным сформулировать свои
Не обращай внимания, Гарольд. Я хочу сказать, у Сайруса бывают периоды упертости, когда я просто не могу с ним общаться. Я понял, ни слова больше. Ваше послание в надежных руках. Вообще-то, Гарольд... Хотя нет, ничего. Беги, спасибо. Господи, а может вы мне тут еще скороговорки будете говорить своими сложными словами, а? Ну что, нет? Нифига себе, блин. Слова мне тут фигачили-то какие, а? А? Нифига себе, как бы. Ладно, нам нужно Агара. Еще, возможно, увидеть Сайруса. Сайрус у нас только внизу. Давай сначала Агара. Значит, нам задание пойти... Ага, Сайрус и Агора Аркада. Хорошо. Давай сначала попробуем в Аркада зайти. Билетик, может, работает, надеюсь. Так, Аркада Агора. И нас слили как будто в унитаз. Нормально. Блин, тут чушь раскрывается. Никакого уважения к закону, безответственное отношение к будущему человечества. Гарольд, ты очень кстати, ты ведь можешь объяснить все майору? Гарольд, иди сюда и объясни мне все. Объясни сам. Майор, я просто проходил мимо и даже не знаю, о чем речь. Привет, Феликс. Так ты пришел не для того, чтобы оправдывать этого худосочного правонарушителя. Эй, я не худосочный, я просто моложе вас. Гарольд, расскажи ему про наш план. Гарольд, кажется, я велел тебе не впутываться в неприятности. Я мог бы догадаться, что ты в этом замешан. Я ни во что мне впутывался, и никакого плана нет. Ты сомневаешься в моей компетентности или в пользе организации? Нет, майор, я... Если я узнаю, что ты плохо влияешь на юного Феликса... И это не я, майор, я не знаю, что он творил Феликс, но уверена, это была невинная шутка. И откуда тебе бы об этом знать? Может, вы с ним все-таки в заговоре? Я имею в виду, я хочу сказать, что если вы успокоитесь... Успокоюсь? Гарольд, лучше не доводи меня. Но объясните, наконец, что сделал Феликс. Абсолютно небрежное к собственной безопасности, никакого уважения к закону, безответственные отношения. Кстати, майор, а кто поставил, что Гарольд впутался в неприятности? Я здесь закон. Феликс, ты согласен быть свидетелем? Конечно. И ты можешь подтвердить участие Гарольда? Только если он подтвердит мое. Гарольд, скажи правду, так будет проще для нас всех. Это... Я ничего не видел, как я могу что-то подтвердить? Проклятие, дело рассыпается на глазах. Уверен, родители Феликса все уладят. Точно подмечено, они должны присутствовать при допросе, майор. Я несовершеннолетний. Ты мне зубы не заговаривай, сынок. Где они, кстати? Не знаю. Удачи с поисками. О нет, Феликс, ты их потерял. Гарольд, оставь это дело профессионалам. Феликс, хочешь сказать, что ты наплевал на гражданский долг, не сообщил об исчезновении человека и людей? Разве нам не менять тему? Но, майор, о какой теме речь? Правильно, Гарольд, знай свои права. Если, подчеркиваю, если ты возомнил себя этим старшим братом для этого юноши, я рассчитываю, что твое влияние будет сугубо положительным. Давай, парень, швись. Оставьте меня в покое, Сандстрим. Мне еще рыбы кормить. Хорошо, Гарольд, хорошо, но знай, если я поймаю себя с поличным, рыбки твои икнутся. А где Феликс? О нет, Феликс. Гарольд, ты его потерял. Я никого не теряла. Господи, давай на этом моменте приостановимся, хорошо? Иначе мне эти рыбки будут сниться. Потому что настолько потрясающего сюжета я еще не видела и диалогов. Давай реально на этом приостановимся. Напиши в комментариях, как тебе игрушка, посмеялся ли ты, улыбнулся хоть. Спасибо за твой лайкосик, просмотр, комментарий. Нажми на колокольчик, чтобы приходили уведомления о следующих роликах и стримчиках. И все. Все ссылочки есть в описании канала. И всем пока-пока.